Каждый камушек здесь мне знаком. Причем каждый раз, когда переезжаешь, допустим, из Ялты в Севастополь, вот эта потрясающая по красоте дорога после проезда горы Кошка, начинает открываться тоннель, и вдруг все меняется. Начинаются виноградники, пески, а до этого были камушки. И здесь как-то один раз, находясь на берегу моря и остановившись на этом берегу, я просто ложусь на берег и смотрю на волны. Волны начинают меня практически накрывать, и я пишу «Гибель Атлантиды». Это незабываемое состояние, когда ты понимаешь, что гибнут целые нации, гибнут целые расы. И тогда открывается Судак с его крепостями. В крепостях Судака хранится столько легенд, столько тайн, столько открытий. И кармическое погружение очень быстрое и дальнее происходит в Судаке. И судакцы начинают утверждать, что в 55 километрах от Судака затонула Атлантида. Я на этом не настаиваю, каждый имеет право иметь свою точку зрения, но то, что я не могла не написать «Гибель Атлантиды» именно в этой точке, после этого я начинаю эту зону любить еще больше ласкать. И после струн, которые называют цветовыми струнами, радужными струнами, я здесь провожу ритмологию здоровья. Я здесь начинаю выбирать людей, но чтобы им помочь хотя бы с точки зрения очищения биополей. Ведь вы представьте на мгновение, вот приезжают в Крым огромное количество людей, они все приезжают за здоровьем, оставив здесь свои болезни. И, конечно, море не выдерживает. И, конечно, к концу сезона, в августе месяце, в это море уже невозможно войти, поскольку там количество болезней превышает количество здоровья. Нужно как-то учиться это все очищать где-то на информополях. Естественно, и на энергополях, и даже в обычной форме. Тут находятся разные люди. Как же не сказать о научном? Это же роскошная обсерватория. И как астроном я, конечно, туда устремляюсь практически в первую очередь. И тоже там провожу Родас, Родостея 103 вариант. Представляете, этот Родас соединяет две категории – Россию и Украину. Вдруг происходит раздел. И по маленькой местности, буквально там шагами можно мерить расстояние, вдруг проводится граница. И люди, которых всего-то 100 человек там от силы живут, может быть, в лучшие времена доходило до 500-400 человек, это вместе с детьми, если считать, и вместе с их родителями престарелыми, и вдруг проводят границу. И вот эти люди, половина людей получают зарплату в гривнах, а половина людей получают зарплату в рублях. То есть представьте на секунду вот это состояние. Это так по-живому проходит граница между людьми науки. Они не понимают, что это, за что, зачем. Да, есть здесь замечательный телескоп БТШ, которым все гордятся. Но кроме того, здесь есть еще телескоп, на котором можно наблюдать звезды. Можно наблюдать планеты. Он такой показательный телескоп. Это когда еще люди не сидели у компьютера, не смотрели графики, а когда они могли наживую любоваться звездами. Веду я всех на этот телескоп, все начинают смотреть. И тут сразу память откручивает самое начало. Это еще было до Крыма, это еще когда комета падала на Юпитер. И нужно было как-то, понимая, что Юпитер является просто мусоросборником, и не было бы Юпитера, Земля бы давно погибла, поскольку все кометы он на себя забирает. И вот эта огромнейшая комета падает на Юпитер. Конечно, это событие невозможно пропустить. Оно на атмосфере Земли очень сильно сказалось. Я участвую в конференции, которая посвящена этим явлениям, и начинают ястребы и голуби, как всегда, спорить. А что же делать? Может, мы будем учиться расстреливать эти кометы и небесные тела? А другие говорят, нельзя трогать, все целесообразно, это же все-таки Вселенная, будьте к ней бережны. И в этот момент ко мне подходит женщина. Она оказалась из Симферополя по имени Ольга.
И она говорит: я очень хочу иметь что-то ваше. И если на предыдущей конференции «Ритмы нового века», которые тогда еще назывались «Молитва нового века», начинают расходиться очень быстро по научному миру, то сейчас я ей даю радость Махатм. Она с этой книгой сюда уезжает и говорит, я ее буду читать постоянно, что она, в принципе, и делает. Она ее читает, она такая героическая женщина, которая через себя все пропускает, она очень ратует за объединение всех людей. Она никак не может понять, почему на таком маленьком участочке суши идут такие разделы, такие распри. И постепенно вместе с ней, вместе с людьми, которые вокруг, мы начинаем ткать полотно, которое я тогда назвала полотно преображения.